Доктор Эмма Паркер стояла под ярким светом операционной, сосредоточенно нахмурив брови и вглядываясь в хирургическую петлю. Она надеялась избежать посещения операционной, но ее попытки причиняли мальчику слишком много боли и страданий. Так что единственным оставшимся вариантом было дать ему успокоительное и провести операцию. Сегодня Эмма столкнулась с беспрецедентным испытанием. Живая змея застряла в ухе маленького мальчика. Для нее это было впервые, но она была готова принять вызов. Эдвард Коллинз, пятилетний мальчик, который держался за голову и дергал себя за ухо, поступил в больницу рано утром. Его мать Жаклин в отчаянии объяснила, что ее сын жаловался на сильную боль в ухе. Он проснулся с криком, и она не смогла успокоить его, как ни старалась. Он сказал ей, что у него в ухе что-то шевелится. Сначала Жаклин ему не поверила, решив, что крик был вызван ночным кошмаром в сочетании с болью в ухе. Но Эдвард был настойчив, он отчаянно тянул себя за ухо, расцарапывая его до крови. Поэтому, чтобы попытаться доказать ему, что это была обычная ушная боль, она схватила фонарик и заглянула ему в ухо. Однако, когда она заглянула в его ушной канал с фонариком, то увидела нечто, выходящее за рамки понимания. Маленькая змейка с едва заметной головкой каким-то образом заползла Эдварду в ухо, пока он спал. Ее сын был прав, и теперь Жаклин ужасно беспокоилась о том, что может случиться. Персонал отделения неотложной помощи немедленно вызвал доктора Паркер, ведущего лор-хирурга больницы, известную своим умением сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. На протяжении всей своей карьеры доктор Паркер сталкивалась с самыми разными вещами, застрявшими в полостях тела людей, особенно с маленькими детьми, которые были известны тем, что засовывали разные предметы в уши и носы, когда их родители на секунду отворачивались. В большинстве случаев эти штуки можно было бы довольно легко удалить твердой рукой и при некотором содействии пациента. Необходимость в серьезном хирургическом вмешательстве возникала редко. Поэтому, хотя доктор Паркер никогда раньше не удаляла змею из чьего-либо уха, она была уверена, что найдет способ вытащить это существо, не подвергая мальчика хирургическим травмам. Первым делом она попыталась выманить змею без инвазивных процедур. Доктор Паркер осторожно уложила мальчика на бок, наклонив ухо вверх, и предприняла попытку нехирургического удаления с помощью небольшого отсасывающего устройства и деликатных инструментов, предназначенных для удаления инородных предметов из ушных каналов. Идея заключалась в том, чтобы создать мягкое отрицательное давление, которое могло бы побудить змею выползти самостоятельно, минимизировав травму для мальчика. Пока она работала, Эдвард начал хныкать. Его глаза были прищурены от боли. Поэтому доктор Паркер решила сменить тактику. Она усадила Эдварда на стул и попыталась достать змею большим пинцетом. Она ясно видела змею, но каждый раз, когда ей казалось, что она держит ее в руках, казалось, что какое-то сопротивление мешает убрать ее. Змея, почувствовав беспокойство, забралась глубже в канал, усиливая хватку, и страдания Эдварда усилились. Его маленькое тельце задрожало, а кардиомонитор показал резкий скачок показателей. Увидев это, доктор Паркер понял, что другого выхода нет. Змею нужно было удалить хирургическим путем, прежде чем она причинит еще больший вред. Стоя сейчас у операционного стола, она почувствовала всю тяжесть ситуации. Дело было не только в необычности случая, но и в том факте, что змея все еще была жива. Каждое малейшее движение его тела грозило дальнейшим повреждением хрупких структур уха, барабанной перепонки, слуховых нервов и лабиринта внутреннего уха. Одно неверное движение, и Эдвард мог потерять слух или, что еще хуже, получить необратимое повреждение мозга. Это был, безусловно, один из самых серьезных случаев, с которыми хирургу приходилось сталкиваться за последнее время.
Доктор Паркер осторожно ввела тонкий эндоскоп в ухо мальчика, и камера показала увеличенный вид тела змеи. Она была тонкой, не толще карандаша, но ее чешуя мерцала в резком хирургическом свете. Она могла забиться в ответ на их попытки извлечь ее, и любое резкое движение могло нанести непоправимый вред. Каждый вдох, который делала доктор Паркер, давался ей с трудом. Ни один учебник по медицине не подготовил ее к подобному случаю. Когда щипцы коснулись хвоста змеи, на мониторе зафиксировался учащенный пульс мальчика. Змея отреагировала, слегка дернувшись, отчего по телу мальчика пробежала рябь. Доктор Паркер сделала свое следующее движение с еще большей осторожностью, ухватившись за хвост змеи так легко, как только могла. Змея снова пошевелилась, ее тело слегка сжалось, но она не стала вытягиваться дальше. Это был хороший знак. Эмма начала медленно тянуть, стараясь не давить слишком сильно на слуховой проход мальчика. Потянув, она почувствовала сопротивление, которое ощущала, когда Эдвард бодрствовал. Что-то было не так, змея застряла. Но это не было агрессивное сопротивление со стороны змеи. Казалось, что-то в глубине слухового прохода удерживает змею на месте. Эмма лихорадочно соображала, рассматривая все возможные варианты. Не застряла ли ушная сера на барабанной перепонке? Она не могла видеть достаточно четко. Ей нужно было рассмотреть все получше. Она осторожно извлекла щипцы и настроила эндоскоп, чтобы поближе заглянуть в слуховой проход. От того, что она увидела, у нее по спине пробежал холодок. Змея обвилась вокруг небольшого острого инородного предмета, крошечного металлического кусочка, застрявшего в барабанной перепонке. Судя по всему, это была деталь старой игрушки, которую Эдвард, должно быть, втайне от всех вставил себе в ухо, возможно, несколько месяцев назад. Присутствие постороннего предмета делало ситуацию еще более опасной. Теперь доктору Паркер нужно было не только удалить змею, но и постараться не потревожить предмет, который мог легко повредить барабанную перепонку или вызвать еще большее кровотечение, если потянуть не в ту сторону. Удаление постороннего предмета само по себе было достаточно деликатным делом, но с обвившейся вокруг него змеей это казалось почти невозможным. Было очевидно, что мать не знала об этом. Но мальчик наверняка помнил, как что-то засовывал себе в ухо. Если бы только он сказал до того, как ему дали успокоительное. Если бы она попыталась вытащить змею сейчас, она могла бы утащить предмет за собой, причинив катастрофический ущерб. Однако, если бы Эмма попыталась извлечь предмет первым, неизвестно, как отреагировала бы змея. Это была огромная головоломка, на которую, казалось, не было правильного ответа. В голове у нее царил шквал вычислений. Эмма знала, что торопиться нельзя. Одна ошибка могла стоить Эдварду слуха или чего похуже. Ей нужно было обездвижить голову змеи. Ассистент вручил ей специальный инструмент, похожий на крошечный крючок, предназначенный для передвижения в небольших замкнутых пространствах. С особой тщательностью она установила крючок на место. Ее целью было аккуратно извлечь посторонний предмет, не давая змею отреагировать. Это требовало терпения и осторожности. Но доктор Паркер знала, что как только она завладеет предметом, ей придется действовать быстро, прежде чем змея поймет, что происходит. Сделав глубокий вдох, ей, наконец, удалось извлечь инородный предмет, осторожно вынув его из уха мальчика. Теперь наступил самый критический момент. Змея, больше не попавшая в ловушку, может запаниковать, начать метаться или кусаться. Сердце доктора Паркер бешено колотилось в груди, когда она снова сосредоточилась на змее. Сделав еще один глубокий вдох, она переместила щипцы и снова осторожно ухватила змею за хвост. Медленно, миллиметр за миллиметром, она вытащила змею. На этот раз сопротивления не было, но хирург не хотел праздновать это раньше времени.
Только когда змея была извлечена, она почувствовала себя счастливой. Теперь оставалось только проверить ухо Эдварда и привести его в чувство. Жизнь мальчика была спасена, но, похоже, доктору Паркеру необходимо было серьезно поговорить с ним о посторонних предметах, которые он, возможно, хотел бы засунуть себе в уши. Хотя змея появилась не по его вине, он усугубил ситуацию, засунув игрушки в уши, и это чуть не убило его. В последующие дни Эдвард, на удивление, быстро поправился. Повреждение его уха было минимальным, и не было никаких признаков неврологических последствий. Его слух остался нетронутым, и его родители были бесконечно благодарны бригаде хирургов за их усилия. Змея, которая была идентифицирована как безвредный вид, была благополучно вывезена. В некотором смысле то, что она каким-то образом забралась в ухо, было удачным поворотом событий. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.